It's America's Value Network. Television home shopping with the value difference. And now... Приветствую вас, мои дорогие телезрители! Давайте представим, что в 2 часа ночи вам звонит ваш любимый клиент и говорит: Алло. Да-да. Ну как там с деньгами? Алло, дядь. Мы тут с пацанами такое придумали. Такое придумали. Охуеешь. Нужно срочно записать. Приезжай. В ебло мне дай! Слышишь? Приезжай, сука! Нихуя себе заявление, скажу я вам. Но есть одна загвоздочка. Этот наркоман, этот обкуренный пидорас всегда очень неплохо платит. И вот, вы уже стоите посреди обоссанного притона, который звучит, в лучшем случае, как цистерна от пива. Что будешь делать? А, педрила? Пойдешь на улицу? Хуй там плавал. Ссаные синички и проезжающие мимо байкеры скажут: отличные записи, дружок. И будут правы. А что делать? Кто знает, что делать? А может быть, ты и есть тот самый артист? Кто знает? А я вот знаю. Лучше звоните Владу. Better call Vlad. Слушайте, нет, не кидайте в меня камни, блядь. Первый видос. А еще, друзья, пожалуйста, убедительная просьба. Посмотрите видео с точно таким же названием. Я буду очень благодарен, если вы посмотрите 2 эти версии и скажете, а какая вам была информативней, понятней для усвоения информации. Я буду вам очень благодарен. Пожалуйста, молю вас, напишите или там в комментариях, или под этим видео, неважно, какая из 2 версий вам понравилась больше. И, естественно, проголосуйте своим ценным лайком. Да, не ставьте на обе лайкос, пожалуйста, выберите одну. Хотя, если вам, блядь, обе понравились, что пиздец, ну тогда кто я такой, чтобы вам запрещать, правильно? Правильно. Все. Сразу отвечу, если вы обладаете электроинструментом, который не предполагает акустического использования, это у нас электрогитара, синт, лупер, залупер, да все что угодно, пишите в линию, особенно электру. Намного лучше прогнать ее потом через классный ламповый комбик на студии или хотя бы через неплохой ВСТ, чем прописывать дома херовым микрофоном через домашний комбик-пердун. Полуакустика, акустика, виолончель, скрипка с подключением – это все в первую очередь акустические инструменты. Поэтому держите в голове, что звук с датчиков совершенно иной, какой издают акустические инструменты в помещении. А пьеза вообще очень часто скрипит, пердит и сыплет верхом. Поэтому я очень рекомендую вам записывать звук акустических инструментов микрофонами. Вокал и акустические инструменты – это видео для вас. Итак, база состоит в том, что нам необходимо выбрать правильное помещение, правильное в нем положение и создать в этой позиции приемлемый звук. Методология, как это все провернуть. Но сначала давайте послушаем, как мой голос будет звучать в этом помещении, в нужном положении, с правильным окружением на конденсаторный микрофон, чтобы у вас не было ощущения, что пытаюсь вас немножечко обмануть. Что ж, друзья, хотелось бы держать этот микрофон немножечко поудобнее, да? Вот вы можете сейчас услышать хорошенько комнату. Вах! Осталась ли комната? Да, конечно, осталось. Тут, блядь, это все, что вы видите сейчас в кадре, это единственное, что подглушивает это помещение. Однако,
даже по сравнению с записью гитары произошли некоторые изменения. Далее в кадрах вы увидите, вам будет специально подснято, показано, как происходила запись, чтобы вы понимали, что слушать, во-первых. Во-вторых, есть ракурс, в котором видно, что перед артистом. Перед артистом в нашем случае холодильник, накрытый одеялком. Холодильник — это очень классное на самом деле решение. Холодильник, шкаф, гардероб — отлично, то, что нужно. Он поет в ту сторону. Главное, чтобы оно не бубнело. Вот холодильник, он закрытый, монолитный, и это прям идеальный вариант. Мы накрываем его одеялком. Он становится у нас большой площадью поглощения резко в центре комнаты, и это очень сильно уменьшает реверберацию. Сейчас это самое одеялко лежит вот тут, на полу, рядом со мной. Что ж, с вашего позволения мы продолжим. Я переключусь на динамический микрофон, просто потому что он меньше заплевывается. И, скорее всего, будет ловить поменьше моих сибилянтов, потому что мне очень не хочется их чистить. До встречи. Кстати, еще одна причина, пока я не ушел, не поменял. Этот микрофон, если я буду его мацать в руках, вы слышите, что он все это намного лучше чувствует. В нем есть встроенный штатный паук, но микрофон 99-го года. За годы службы, естественно, этот паук немножечко закорел. Данный экземпляр намного более свежий. И паук здесь отрабатывает просто отлично. Вы сейчас это услышите. Вы чё, ёбнулись? Не будет это работать. Алло. Итак, дорогие слушатели, я надеюсь, вам понятно, как звучит это помещение, да? Есть у помещения такой критерий, который называется читаемость речи. И вот именно в таких пустых помещениях с бетонными стенами, кафельными полами читаемость речи становится очень плохой. Как вы сейчас слышите, да, очень много реверберации прилетает. Очень много первичных отражений, очень много реверберации. Соответственно, записывать голос в неподготовленном помещении – это очень плохая идея. Может быть, можно записать какие-то очень медленные струнные, да, очень медленную скрипку, но все, где есть атаки, в таких помещениях писать не стоит. И сейчас я вам это продемонстрирую. Я бы вам что-нибудь спел еще, но простите уж, петь не умею. Я бы вам что-нибудь спел, но петь не умею. Вы представляете, насколько громко были стуки палочками? И сколько было ревера? И сколько ревера сейчас,
когда я разговариваю, громко разговариваю, довольно громко разговариваю, я могу почти начать кричать, и это будет все равно намного тише. Так что я думаю, что я показал вам очень хорошее, очень работающее решение. Пользуйтесь на здоровье. Это база. Итак, база состоит в том, что нам необходимо выбрать правильное помещение, правильное в нем положение и создать в этой позиции приемлемый звук. Методология, как это все провернуть. Помещение. Итак, давайте же посмотрим методологию, как нам правильно создать акустическое оформление на записи маленького акустического инструментика или вокала. Почему маленького? Потому что контрабас, может быть даже бас акустический, могут прозвучать херовато в некоторых помещениях. Вот тут больше все зависит от того, как вам повезет с помещением. Тут надо в первую очередь с низкочастотными инструментами вам нужно походить по, значит, имению, которое вам досталось в запись, и выбрать помещение, в котором этот инструмент будет лучше всего звучать. Акустическая гитара может хорошо звучать и в небольших комнатах. Небольшие — это, ну вот, объем данного помещения примерно 22 квадрата. Это не очень много. Ой, 22 квадрата. 22 куба. Это не очень много, но, как вы слышите, голос читается нормально, не бубнит. За счет того, что она маленькая, в нем можно поставить очень мало всякого дерьма поглощающего, и оно уже будет неплохо работать. В большом же помещении нам придется это все немного масштабировать. Я бы хотел вам как бы сразу сказать, что это не для картинки, вот так вот было выставлено, а действительно так совпало. Так совпали звезды, что ширина вот этих панелек, ну как панелек, назовем их панельками, да, здесь по сути у нас представлен ватный матрасик на каркасе. Вы можете такую хуйню собрать в любой деревне, в любом селе, грузинском точно. Да, здесь то же самое, только этот матрасик, он в таком, типа в чехольчике, и чуть более часто стиранный. Вот этот как будто полежал, блядь, пару месяцев под дождями сначала. Так вот, их ширина оказалась достаточной, чтобы стать красиво в кадре. Но если бы мы имели помещение больше, что бы мы делали? Нет, давайте вот это я расскажу вам позже. Итак, критерий нашего помещения. Площадь от 15 до 40 квадратных метров. При условии потолков около 3 метров. То есть, ну, блядь, это не обязательно, вы понимаете, да? Но желаемый объем 35-100 метров кубических. Причем, чем меньше инструмент, лучше, тем меньше помещение. Вот 35, скажем так, это типа укулеле какой-нибудь, да? Где-то 37-40, это уже можно записывать акустику, не особо супер боясь там чего-то. Вот в таком помещении, как у нас, не очень хорошо записывать акустику, но благо наш инструмент был не слишком басовитый. Да, вы можете видеть, что это не дредноут какой-то широкий, жирный. Вот дредноут, скорее всего, здесь прозвучал куда бы хуже. Итак, желаемый объем у нас 35-100 метров кубических. Далее нам необходимо в этом помещении найти правильную точку. В данном случае я сижу ровно в том месте. Вот подо мной есть крестик, вам не видно. И под гитаристом он тоже есть. Вот там, блядь, вот там видно. Там ноут, если что, я подсмотрю, потому что, блядь, честно говоря, заучивать наизусть никакого желания нет. Важная оговорка. Чем больше помещения, тем больше всякого дерьма нам нужно будет, чтобы его подглушить.
что мы можем подглушить, на что мы можем быстро и легко повлиять. Это середина, это верх. Иногда мы можем повлиять на низкие частоты. Вот я вам уже говорил про холодильник в начале. Для чего, зачем, почему. Это замкнутый объем воздуха, и вы не поверите, он взаимодействует также и с окружающей средой. Холодильник, по сути, может выступать в каком-то смысле на каких-то частотах, может быть, если вам очень сильно повезет, каким-нибудь, например, панельным резонатором, потому что у него достаточно толстая стенка, она лежит на резинках, между прочим, и она очень хорошо взаимодействует с помещением, переводя часть низкочастотной басовой энергии в вибрацию, что охренеть как уменьшает время реверберации в помещении на низких частотах. То есть именно время затухания вот этого гула. Что мы можем сделать быстро в помещении и абсолютно в любом? Да, мы можем поработать с серединой и с верхом. Вы можете взять, например, одеяло, несколько каких-то палок, брусов, просто, блядь, выйти, наломать елок, буквально. Ну, не один раз так происходило на всяких выездных записях в коттеджах и прочем. Просто наламываются елочки, перевязываются, на них вешается все, что надо, или наставляются столы. Очень классно работает сушилка для вещей. Просто незаменимая вещь на каждой записи. Ваша задача первостепенно найти самые тяжелые ватники, самые тяжелые одеяла, поднять все матрасы из всех кроватей и максимально укрыть этими вещами периметр. Желательно делать это на некотором относе. Для чего относ мы будем говорить позже, но сейчас я хочу вам продемонстрировать. Здесь, есть некоторая рамка, как вы видите. Да, есть некоторая рамка, и она может сама по себе стоять, и за счет этого можно туда даже засунуть руку. Блять, вам этого точно не видно было, да? Ну, типа вот, видите, да, стоит на расстоянии. Это для чего? Чем дальше вы поставите, тем больше низких частот эта хуета будет поглощать. И чем толще она будет. Даже не, извиняюсь, блядь, не низких частот, средних частот эта хуйня будет поглощать. Чем дальше от стенки вы поставите, тем больше средних частот эта хуета будет поглощать. В некоторых случаях эти ватники могут быть соизмеримы действительно с минватными панелями типа из 40 ваты, из там 18-шки. А вы можете, закинуть это в калькуляторы и чекнуть. Да, та же 18-шка, она тоже неплохо справляется. И я думаю, что вот эти ватники, в моем случае, я думаю, что они будут вполне соизмеримы, наверное, с 40-очкой, с минватой. Да, учитывая, что их здесь по 10 сантиметров толщиной, 2 штуки сложены. Я думаю, что они будут поглощать герц до 200 довольно уверенно. Может быть, если их довольно далеко отнести, можно выловить там и 100. Да, у вас их, допустим, 2, 4, 5 штук, но если вы поставите их все на расстоянии там 200 миллиметров, то у вас будет примерно навскидку, может быть, там в районе 200-300 герц поглощения. В маленьких комнатах, как вот этого может быть достаточно. Я сейчас ставил просто от балды, но в маленьких таких комнатах этого может быть, ой, блядь, как достаточно. И, соответственно, вы можете подловить расстояние и задушить какую-то моду бубнящую. Вот вы будете слушать запись, естественно, в обработанном варианте я это точно как бы эквалайзером вычищу, но некоторый гудеж все равно вам будет слышен в исходниках, и, соответственно, вы можете вот... Я напишу частоту, вот, давайте так. Когда вы будете смотреть исходники, обратите внимание, я в углу подпишу частоту
основных мод, подпишу основные моды этой комнаты. И подпишу, какие из этих мод реально в записи что-то сыграли. Ну, типа, вот мне, допустим, мешают. Мы ругаемся матом. Я думаю, мы ругаемся матом. Ёб твою мать. Я дико извиняюсь. Мне лень переписывать этот кусок. Возможно, мне лень будет вырезать шум. А может, его будет столько, что он не задушится. Я дико извиняюсь. Но не посмотрел гейм перед началом записи. Я желаю много сил монтажеру. Монтажер — это будущий я. Потому что это, конечно, ебалово. Итак, значит, мы много с вами о чем поговорили. Но давайте еще обсудим положение музыканта в этом помещении. Пускай это будет второй пункт. Значит, нам необходимо отступить от каждой из стен по 33%. 33 коровы, да? Запомните. Почему 33%? Потому что хуй его знает. Значит, это то расстояние, в котором источник звука будет меньше всего взаимодействовать с основными модами помещения. Например, у вас в помещении основные моды это 100, 180 и там 200 Гц. Да? Если мы сядем в этой точке в 33%, то вероятность того, что ваш музыкальный инструмент, вот эти основные моды, заставит сильно резонировать, куда меньше, чем если вы сядете в другую точку. Это скорее теория вероятности. Да, то есть, если мы ставим монитор, например, в это место, да, широкополосный излучатель от 20 Гц до 20 кГц, то, значит, скорее всего, в этом месте он возбудит куда меньше основные моды нашего помещения, чем если мы его передвинем. Блять, я надеюсь, вы поняли. Короче, суть. Если не поняли, просто, блять, отступили 33% и все. Изи. Это будет у нас наилучшая точка в помещении. Скорее всего. На удачу. Не факт. В эту точку самую мы садим или себя, или артиста ставим, или музыкальный инструмент, я не знаю, если это акустическая гитара. Я чувствую, как у вас звук поменялся сейчас. Если это акустическая гитара, да, то, грубо говоря, центр объема инструмента нужно расположить вот в эту точку. В идеале вымерить нам еще по высоте, но по высоте, как вы понимаете, очень тяжело вам будет. Я не знаю, вам нужны барные стулья на газлифтах, или, может быть, низкие табуреточки, если это помещение с низким потолком. Короче, довольно тяжело будет по поводу высоты, поэтому хотя бы выдержите расстояние от стен. Стоит учитывать, важно заметить, если у вас вот эта стена задняя, например, или вот та стена гипсокартоновая, или какая-либо еще, то есть пропускает бас, я не знаю, пропускает середину, такие тоже стены есть, то в этом случае вам необходимо 33% считать от бетонного, от бетонной части этого помещения. Да, все вот эти не несущие стены, грубо говоря, вы игнорируете. Даже бывают случаи, когда тонкая какая-нибудь из тоненького пены, кирпича какого-нибудь выстроена стеночка, да, ну то есть на нее опереться можно, вроде все нормально, но за стенкой что происходит, очень часто может быть слышно. Вот. В таком помещении тоже может быть вероятность того, что вам необходимо посчитать вот эти 33% от внешнего контура большого помещения. Итак, резонатор инструмента
рот артиста или что-либо еще мы ставим по диагонали помещения. Для чего? Во-первых, он кричит в угол. В углу может быть очень часто что-то стоит. Например, очень часто там может стоять шкаф, или какое-то кресло, или какой-то, может быть, угловой диван. Это очень положительно скажется на звуке. Если вы не сидите, конечно, этом. Но вы поняли, короче, там что-то может быть очень часто. А может быть дверь, что тоже окажется в последующем немаловажным фактором для выбора точки. Да, то есть кричим по диагонали. Во-первых, у нас меньше будет первичных отражений высокочастотных. Да, меньше вероятность того, что у вас появится флаттер-эффект, если вы будете кричать по диагонали, а вот напротив вас подглушено. Далее нам необходимо определить положение микрофона. Вот с этим вам стоит поиграться. Попробуйте направлять в разные стороны, да, снимать звук с разных сторон. Попробуйте менять угол, да, вот явно, когда я говорю вот так, у меня намного больше сибилянтов. Какие бы слова вспомнить с буквами «С»? Может быть, слово «сокол», «соловей». Да, а если мы будем разговаривать с этим микрофоном «сокол», «соловей», «сучка» под углом, «сучка» — это отличная проверка на сибилянты, нужно запомнить. Да, «сучка», 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 «сучка». Да, вы слышите, что, во-первых, верх прикрывается при наклонении микрофона, и в том числе он меняет свое отношение к транзиентам. Однако, помните о том, что если у вас микрофон будет смотреть на голую стену, это пиздец, скорее всего. Да, сейчас он смотрит вроде бы сюда, но в том числе на тот угол. То есть куда более акустически верно было бы записывать мне, держать его весь вечер в правой руке. В правой руке. Либо хуй, либо компьютерная мышка. Поэтому слушайте этот прекрасный ревер, если его вытянет компрессор. Короче, с расположением микрофона играйтесь. Смотрите, то есть в идеале вы должны как-то вот больше вот так, справа, сверху. Да, то есть в тот угол, который вы приглушили, если вы его направите, то как минимум у вас меньше проблем с верхом будет однозначно. Итак, после того, как мы определили место, положение нашего микрофона в пространстве времени, нам нужно это пространство-время делать зоной, свободной от первичных отражений. Пункт номер 2. Создаем зону без первичных отражений. Рефлекшн фри-зоне. Так, для того, чтобы создать зону без первичных отражений, нам понадобится ковер, ватники, видимо, чемодан. Короче, все, что у вас есть. Подушки, одеяла, матрасы, кровати, столы. Все, что, блядь, хотите, можете использовать. Вообще все идет под руку. Ваша задача. Первое. На пол кладем ковер. Либо, как в нашем случае, одеяло, просто ватник. Это нам дает победу над флаттером потолок-пол. Прекрасно? Прекрасно. Далее. В той точке, где установлен микрофон, она должна быть помечена. Обязательно, в любом случае, помечайте ее крестиком. Вокруг нее мы пляшем. Это в ней у нас должен быть идеальный, максимально самый кайфовый ровный звук. Именно в этой точке. Да, мы пишем ближним съемом, поэтому все должно быть отлично. Значит, напротив этой точки, где установлен микрофон, нам необходимо расположить какие-либо поглощающие конструкции. Да, я понимаю, что у вас их может не быть. Поэтому, импровизируйте. Вы можете принести в помещение шкаф, притащить каталку с одеждой. Да? Вам важно всего лишь перекрыть первичные отражения
от стен. Да, вот представьте, здесь может быть не ватник, да, а вешалка. Да, она будет ниже, ничего страшного. Главное, чтобы она была на фоне рот микрофон. Конечно, хорошо, чтобы она закрывала сверху, но, блядь, мы работаем с тем, что у нас есть, правильно? Правильно. Если это, вы можете притащить сюда шкаф, вы можете поставить матрас, вы можете поставить сушилку, например, для одежды, накрыть ее сверху парочкой одеял толстых. Почему нет? То есть вариаций огромное количество. В какие места вам нужно ставить? Вот у нас есть точка, у нас стоит этот крестик, и перпендикуляр каждой стене вот эти положения нам нужно перекрыть. Начинаем упражнение, так сказать, по перекрытию самых ближних стен. Да. Здесь не просто так выстроено, да, для картинки, а действительно так совпало, что это маленькая комната, я сижу здесь очень близко к стенам, и это правда, это 1/3 помещения. И, соответственно, вот эти все ватники, оно все плотненько. Если бы мы были в помещении, например, 5 метров на 7, то, соответственно, я отодвигаюсь от стен и, блять, как это, параллельно, перпендикулярно, да. То есть вот это расстояние, оно бы у нас выросло. Нам нужно, чтобы у нас не было порхающего эха в том месте, где у нас стоит микрофон, артист, гитара, что-то еще. Да? Перекрываем раз, перекрываем два. В первую очередь перекрываем ближние, во вторую очередь перекрываем дальние стены. Все очень просто. Если вы записываете, блять, что угодно, старайтесь работать в зоне без вот этих первичных отражений. Не вылезаем туда ни микрофоном, ни инструментом. И вот эти, скажем, назовем это акустическими панелями, да, это у вас может быть что угодно, как я уже говорил. Вы эту вещь ставите не прямо напротив микрофона, да, то есть вы ориентируете центр вот этой акустической детали, в этот центр ориентируете на середину расстояния между микрофоном и исполнителем. Тогда это работает оптимально. Также ближайший угол к точке, где вы будете записывать, стоит абсолютно точно на 100% заставить какими-то тяжелыми вещами, большими, массивными. Что мы можем поставить в угол? Значит, в угол вы можете поставить диван. Очень-очень хорошо подойдет толстый матрас, одноместный. Можно поставить, попробовать двухместный, но это не так рационально, как просто перекрыть поверхность какую-то большую, да, типа стены. Вы можете притащить холодильник, накрыть его одеялом. Желательно тоже с небольшим относом от стены, как и ваши акустические панели. Да? У нас максимальная энергия звука, она у нас живет не возле стены, а на небольшом расстоянии от стены. И, соответственно, если вы ее перекрываете, то тогда уже в точке прослушивания у вас будет формироваться более правильное звучание. Особое внимание стоит уделить полу, особенно если у вас не очень много вещей. Лучше выбрать помещение с деревянным полом или ламинатом, или линолеумом, или ковролин, если такое доступно. Да? Намного хуже это всякие мраморные, керамические полы, плитка, не знаю, металлический пол может вам встретиться в жизни. Но эксперименты это хорошо, но, блядь, звучать это будет паршивенько. Нам не повезло, у нас плитка, бетонные стены. Но очень интересный прикол. Вместо потолка просто гипсокартон. За ним еще примерно один этаж неиспользуемый. Что прекрасно сказывается на звуке, на самом деле.
Также отдельное внимание стоит обратить на соотношение сторон. Если у вас есть рулетка, значит, в новых айфонах, у которых 3 камеры, реализована возможность с помощью этих 3 камер понимать, примерно прикидывать расстояние, значит, длину. Блять, есть линейка у вас? Вы, сука, должны знать, если у вас, блядь, телефон ваш так может. Если 3 камеры есть, то, скорее всего, есть приложение, которое может сделать вам линейку с помощью камеры. Охуенная технология. Блять, пользуйтесь на здоровье. Значит, вы меряете, если есть такая возможность, помещение, забиваете это в какой-нибудь калькулятор акустический и смотрите, какое помещение лучше, хуже. Есть некоторые нормативы, я не помню. Я вставлю сюда вам скриншот, накидаю ссылок в описании или чего-то, как-то придумаю. Выбираете помещение, которое в низкочастотном спектре будет звучать лучше всего. И туда уже натаскиваете все остальное. И вот это вообще имба. Потому что, имея правильное соотношение сторон в помещении, у вас будет правильная, нормальная низкочастотная составляющая. Да, там будут проблемы, но, во-первых, вам будет Я 47 минут рассказывал вам весь материал. Все. Но на 19-й закончилась память. Знаете, как это обидно? В 4 часа ночи, когда ты начинал работать. Ну, погнали. Снимаем в пустой комнате для того, чтобы вам было понятно, что приемлемыми усилиями можно добиться хорошего качества звука дома. Абсолютно бесплатно. Вау, ничего себе. Чтобы вам было видно, что это вам по силу. Ну, здесь, если, блядь, здесь есть что-то сложное, ну, простите. Ну, блядь, извините. Вы можете вот эту рамку и просто сломайте пару веток нахуй на дереве. Возьмите веревку в руки. Ну, примените пещерные технологии. Ну, это ж, блядь, несложно. Или поставьте стол. Повесьте на этот стол, блядь, одеяло. Вау. Как это было тяжело до этого додуматься. Пускай оно будет, блядь, ну, на расстоянии от стены, ничего страшного. Что еще нужно сказать вам про помещение? Помещение, которое вы выбрали, должно содержать в себе как можно больше различного дерьма. Такого как стулья, столы, шкафы, кровати, матрасы. То есть приносите в комнату все. Всю квартиру вам нужно переселить в комнату. Вот как вся Россия переехала в Москву однажды, вам точно так же нужно сделать в этой квартире. Устройте чулан из самой большой комнаты. Тогда у вас будет самый ебейший звук дома. Вот. Для чего это нужно? В первую очередь это необходимо для того, чтобы рассеять хотя бы все барахло. Если вы втаскиваете какие-то большие мягкие вещи, оно будет поглощать. То есть у вас есть и рассеивание, и поглощение, то есть меньше флаттера. Итак, очень хорошей идеей будет расположить что-то большое, массивное за микрофоном. Это большое массивное желательно, не желательно, обязательно должно быть накрыто также чем-то поглощающим. Не меньше, чем шерстяное одеяло. Хоть это, блядь, самый минимум. Даже давайте так, не меньше 2 шерстяных одеял. Да, это то, что пытаются делать вот эти вот микрофонные щиточки. Но они, блядь, кто их проектировал, это, блядь, ну, это хуета. Это не работает так. Ну, не может... Он должен быть большим, тогда это будет заебись. А когда это рядом, блядь, кусок поролона на дырявом, блядь, куске металла, ну, извините, конечно, но работать это будет так себе во всем спектре частот. Может быть, самый-самый верх сыпать не будет, но это вы можете, поверьте, и эквалайзером прибрать. Тыльная сторона, кардиоиды, залупа. А вот если у вас будет холодильник, диван, блядь,
друг нахуй еще один стоять, да просто толпа людей будет стоять за микрофоном, ну, поверьте, звук куда лучше поглотится. Ну, в любом случае. Что нам это дает? Большая вещь за микрофоном. Большая вещь за микрофоном нам дает то, что звук нашего инструмента, голоса, вокалиста, он не так сильно взаимодействует с помещением. Во-первых, у него перекрывается еще один угол, да, это всякие гудящие хуйни и прочее. Во-вторых, перекрывается очень большая спектральная часть, да. Вы все знаете, надеюсь, может быть нет, теперь узнаете, что высокочастотные звуки, они распространяются довольно узконаправленно. Да, вот если я буду Королевская кобра в изобилии водится в лесах и равнинах Южной Азии. Вы слышите, что зубы неровны, оно в разных местах, значит, свистит. Хуёвый пример, но я думаю... Я надеюсь, вы поняли. Высокочастотный сигнал у нас направлен всегда довольно узким пучком. Соответственно, когда он будет во что-то упираться, значит, у нас верх не будет нигде по комнате уже распространяться, переотражаться. Это очень хорошо скажется на звуке. Также довольно часто имеет смысл не полностью закрывать дверь. Если вы оставите небольшую щелку, звук может стать от этого только лучше. Если у вас за дверью находится источник шума, тогда 100% закрываем, без вопросов. Если у вас тихо, то открытая дверь дает вам, во-первых, кусок стены не параллельный другому куску стены, минус флаттер в той части комнаты, это уже, это хорошо. Низкочастотный гул и прочая херня имеет свойство уходить снизу. Если у вас дверь со щелкой, это не самый хуёвый вариант, если за ней ничего не шумит. Потому что бас у вас будет утекать под эту хуйню. В том числе за дверью, конечно, будет очень слышно все здесь происходящее, но внутри помещения станет действительно немного лучше, если дверь будет не герметична. Также прекрасной идеей будет обратиться к вашему инженеру сведения. Договоритесь с человеком, чтобы он уделил вам 2 минуты. Да, вы наберете ему, скинете, значит, исходник записанный, кусочек, 10 секунд споете, скиньте. Человек послушает, скажет вам, достаточно этого качества или нет. А если вы скинете еще и демку, не демку, в смысле инструментал, это вообще прекрасно будет. Можно сразу вогнать в пачку, сделать примерный баланс, чуть-чуть подкинуть компрессии, да, перекомпресса, послушать, будет вылезать комната, не будет, но если что, созвонитесь, покажите ему, по видеосвязи ваше помещение, если вы не с долбоебом работаете, он вам без проблем подскажет, что куда подвинуть, и будет у вас хорошая запись. Не стесняйтесь, нахуй. Есть отдельная, кстати говоря, услуга, удаленная запись. Можете, обращаться, без базара. Кстати, иногда рум, имеющийся в комнате, охеренно просто ложится. С акустическими гитарами, с виолончелями, Бывает, что рум очень нужен, поэтому вы сначала попробуйте на пустое помещение. Если окажется, что все подходит, вы, это поймете. У вас не будет никаких сомнений. Если есть хотя бы одно сомнение, все, тогда глушим. Вот если вы уверены на 1000%, не на 100, не на 2, сука, на 1000. Потому что из записи этого вы потом не уберете. Будьте осторожны с этим. По сути, все. Все остальное у вас будет зависеть от качества инструмента, микрофона, провода, преампа, оцифровщика, всей вот этой залупы. Но самое важное — это то, как сыграет ваш артист. Потому что если он никакущий, то, извините. Артисты, пожалуйста, старайтесь. Также прекрасная просто мысль будет записать ваш инструмент или голос, что хотите, записать в 2 микрофона, в динамический и в конденсаторный.
Динамический микрофон, он даст вам эффект близости, он даст вам тело, он даст вам басовитость. Конденсаторный микрофон, в свою очередь, даст детальки, искристость, яркость. Да, возможно, у вас в комнате все так же останется довольно много реверберации, однако звукорежиссер сможет сделать, великолепно. Даже имея эту реверберацию, ее можно притушить, ее можно, наоборот, оставить как, основываясь на ней, создать реверберацию остальную комнаты и, то есть, украсить вашу композицию. Понимаете? Если он не долбоеб, конечно. Очень важный нюанс. При записи, при использовании двух микрофонов. Бля, как я тут порасписывал. Ёбаный рот. Короче, при использовании двух микрофонов, что вам необходимо сделать? Вам нужно посмотреть, где у вашего микрофона находится капсуль. На каком расстоянии, да, в какой части гриля. Также взять ваш второй микрофон конденсат. Даже если у вас есть просто второй, тоже динамический микрофон, тоже поставьте. Тоже поставьте, лишним не будет, блядь. Поверьте. Может оказаться, что он просто подойдет лучше к вашему голосу. Или, может быть, он как-то съедет во время записи криво и будет смотреть немного мимо. И там будет меньше сибилянтов, и звукорежиссер отрежет кусочек звука. Если, блять, можете писать на 5 микрофонов, пишите нахуй на 5. Выключить всегда можно. Так вот, при использовании мультимикрофонной техники, это 2 и более, обязательно проверяем, чтобы у нас все было в фазе. Как нам поставить 2 микрофона в фазе? Все очень просто. Значит, вы смотрите, где у вас за грилем располагается капсуль микрофона, в данном случае. В нашем случае капсуль начинается примерно где-то здесь. Прям супер миллиметр по миллиметру вы не выставите, но если сделаете хотя бы рядом, будет неплохо. Я говорю, вы не выставите, значит, миллиметр в миллиметр, но уже понимание, где капсуль, уже будет неплохо. Если вы словите там хотя бы типа 2 сантиметра, 5 сантиметров, это будет уже типа окей, если между ними такое расстояние будет. Ваша задача выставить 2 капсуля на одинаковом расстоянии от источника звука. Да, то есть вы понимаете, где у вас здесь капсуль, вы понимаете, где у вас капсуль в конденсаторном микрофоне. Да, если это ручка, то капсуль будет здесь. Да, то есть если мы держим микрофон вот таким вот образом, то капсуль располагается у нас где-то в этой части. Да, вот там лежат ручки. Это не ручка, если что. Да, то есть, понимаете, блять. На микрофонах студийного типа посередине, у нас вот в данном случае посередине металлическая хуевина, во всех остальных микрофонах 99%, что посередине вот этого гриля, посередине объема ее, у нас принято считать, что середина капсуля. И вы просто ставите на одинаковом расстоянии, и тогда все будет заебись. Причем вы можете один микрофон немножечко повернуть, да, можете его сместить, посмещать вот в этой плоскости. Да, единственное, что вам нужно выверить расстояние, и тогда, может быть, да, в этом микрофоне у вас будет собираться меньше сибилянтов, будет собираться больше тела, а в этом микрофоне он будет ловить у вас верх, бриллианс, который потом можно будет аккуратненько срезать, потому что, он, допустим, что он конденсаторный. Отлично, блядь, шикарно, по-моему. Короче, по возможности используйте 2 микрофона. Если у вас есть, например, электретный микрофон, конденсаторный микрофон, динамический микрофон,
то лучше используйте динамический микрофон и конденсаторный микрофон. Если электрет хороший, дорогой, нормальный, классный, ну, типа, есть реально 2-дюймовые капсуля электретные, которые, ну, типа, заебись звучат. К ним есть вопросы, если они там падали или еще что-то, но если у вас такой электрет, хороший, нормальный, классный, тогда, конечно, используйте его, и ваш, может быть, лучше даже динамический микрофон, чем конденсаторный. Я думаю, если вы обладаете таким микрофоном, то вы уж, блядь, ну, без меня сможете разобраться, да? Опять же, ленточные микрофоны туда же. Если у вас, блядь, ленточный микрофон, 100% мне не надо говорить вам, что послушайте, блядь, просто что подойдет лучше. Вот и все. Обязательно ставим поп-фильтр вокалисту. Не забывайте про это. Есть очень классная фича. Вы могли неоднократно видеть на студиях. Значит, поп-фильтр висит сверху, нависает как бы над микрофоном. Лучше вешайте так. И артист, когда будет упираться носом, то у вас будет сначала прожиматься поп-фильтр, прогибаться, потом он будет упираться лбом, потом он будет упираться только в ту часть гуся, я не знаю, блядь, в гибкую, короче, эту залупу, которая держит поп-фильтр, да, она уже начнет передавать свою инерцию на стойку. Ну, бля, понимаете, путь дальше. Если это просто ветрозащита, как на конденсаторном микрофоне, который я вам показывал, да, поролонка, просто надевайте ее, все, никаких вопросов. Главное, чтобы вокалист прям не упирался мордой. Вот. И паук. Вот с пауком есть, короче, приколы, нюансы, интересности. Паук не всегда нужен. Ну, то есть он у вас может и есть, он вам не обязателен. Если у вас бетонный пол хороший, если у вас не проезжает, значит, поезд во время записи, не знаю, не ездит метро, не летает самолет, так что земля дрожит, то на бетонном полу зачастую паук не нужен. Объективно. Если пол, блядь, сделан нормально. Топание ваших ножек, чтобы добраться до капсуля. Слишком длинный маршрут. Вы не колыхнете так бетон. Если у вас пол деревянный, ламинат, линолеум по дереву, все что угодно другое, не жесткое, тогда поп-фильтр обязательно. Ой, поп-фильтр, блядь, паук обязателен. Если у вас микрофон типа ручка, такого формата, например, зачастую в нем есть резиновая виброразвязка. Она работает в том числе как паук. Но если у вас есть возможность воткнуть хотя бы в какой-то другой паук, пусть оно не очень, блядь, эстетично будет выглядеть, да, в универсальный паук закинуть или еще во что-то, закидывайте, хуже не будет. Хуже уже не будет. И бац, 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 бац. Мы, безусловно, обречены, да? Если у вас старые микрофоны, вот, например, вот этот винтажный микрофон, здесь капсуль жестко связан с самой ручкой, и виброразвязки нет, вы когда мацаете его, он очень сильно, слышно, что вы его мацаете. Да, на современных микрофонах эта проблема плюс-минус решена. Это как один из видов пауков. Вот, кстати, в моем конденсаторном микрофоне, который я вам уже ранее показывал, в нем внутри также есть резиновый паук, свой собственный, прям, 4 резиночки висит на капсуле. Это, блядь, просто охуенно. Вы ставите его на жесткий крепеж, никаких проблем нет. Не нужно, блядь, ничего городить. На любую, блядь, стоечку мы ставим этот микрофон, и он уже виброразвязан. Охуенно, просто, блядь. Тот, кто это придумал, ебаный гений. Целую этого человека. Однако, на бетонном полу, если вы записываете бас-гитару, барабаны, какие-то чечетку, блядь, еще что-то, да, для этого нужен паук. Потому что не просто топанье артиста, да, вот это вот по полу
это уже сильный сигнал, и здесь, соответственно, паук нужен. Также вы можете просто попросить артиста, если у вас нет паука, не топать, не танцевать, не скакать перед микрофоном, и паук тогда тоже может не понадобиться. Вау, ничего себе. Артисты тоже люди. Итак, от всего вышеперечисленного будет зависеть то, насколько чистый сигнал у вас будет в микрофоне, а значит, на финальный результат. На то, как песня будет звучать. Вау. Обязательно стоит заметить, что если вы используете динамический микрофон, вышеуказанные действия также актуальны для вас, но эффективность будет заметна куда в меньшей степени. Блять, какое я быдло, когда не читаю. Напишите, блять, пожалуйста, в комментарии, без приколов, без рофлов. Хотите, я буду вам просто зачитывать то, что я написал, и показывать мемы и визуализацию. Мне кажется, это более эффективно, чем я пизжу по 20 минут. Да, давайте, блять, посмотрим, за сколько я это озвучу и насколько это будет смотрибельно. Погнали. От всего вышеперечисленного будет зависеть то, насколько чистый сигнал у вас будет в микрофоне. А значит, на финальный результат, на то, как песня будет звучать, обязательно стоит заметить, что если вы используете динамический микрофон, вышеуказанные действия также актуальны для вас, но эффективность будет заметна куда в меньшей степени, нежели при работе с конденсаторным микрофоном. Куда менее, но все еще достаточно ощутимо, чтобы сделать вышеперечисленные вещи. Понимаете? Эффективность этих действий, вот этих вот действий по заглушке будет куда менее заметна на динамическом, чем на конденсаторном. Но заметно будет настолько, что все еще это имеет охуенно огромный смысл. Уловили? Давай еще, да? GPT-чат, пожалуйста, для тупых совсем объясни. Объясняю. Если вы сделаете вот это, этого будет достаточно для записи на динамический микрофон. Если вы поставите еще на противоположные стеночки что-то подглушить, это уже канает и на конденсаторный микрофон. Это будет звучать неплохо. Если у вас есть за вами какая-то большая хуйня, конденсаторный микрофон уже будет тоже неплохим вариантом. Понимаете логику? Если и что-то большое, и стеночки, и дверь приоткрыта, и на двери полотенчик, и пол охуенно застелен, и все свободное пространство максимально занято чем-нибудь, ну тогда заебись вариант с конденсаторным микрофоном будет. Что еще может помочь вам в домашней записи? Да дохера чего! Первое. Всегда старайтесь держать уровень сигнала между минус 18 и минус 6 децибелами. Чтобы было комфортнее это делать, поставьте звуковую карту по другой. И во время записи просто крутите кнопку гейна. Только не делайте это на ходу. Либо в паузе между частями, либо разными дублями. Если вы пишете не подкаст, то есть, если вы пишете песню, вы пишете куплет на одном гейне, припев на другом. Не обязательно вам всю песню пропевать на одном гейне. Никто вас так не ограничивает. Это первое. Второе. Вы можете сделать на одном канале один гейн, на другом другой. Переткнули. Вау. Вам не надо крутить ручку. Вы поменяли с припевного режима на куплетный. Ничего себе, удобно. У меня вот 10 каналов. Я даже не кручу гейны. Я просто выбираю. О, вот здесь уже накручен нужный. Тык. Внутриканальные наушники. Да. Все профи уже давно отлили себе кастомы и работают в них. Но что же делать вам, мои нищие друзья? Блять, такие же, как и я, но, между прочим, в ушах. Возьмите любые наушники-затычки и заткните их поглубже. Тогда вы сможете сделать вам столько громкости, сколько нужно. И звук из них не будет выходить в микрофон. Если вы работаете в больших накладных наушниках, тогда можете попробовать прижать их к ушам.
на тихих частях, обхватывая ладонью чашку наушника, как я рукой делаю это с мышкой. А вот любителей снять один наушник, да еще и вперед, обезглавить, обоссать и сжечь. И помните, внутриканальные наушники быстрее всех остальных вариантов убивают ваш слух. Будьте крайне осторожны с резкими поворотами кнопок громкости и с долгосрочной работой на повышенных громкостях, а то будете как ваш дед. Поставить тумбочку рядом с рабочим местом или что-то, на что можно поставить свое пиво, положить наушники, поставить звуковуху и прочий скарб. Вот правда, не советую бегать к компу и включать там что-то, включать запись, потом снова к микрофону. Это же пиздец. Сделайте так, чтобы вам было удобно, комфортно работать. Алло, поставьте все рядом, вам же будет проще. А значит, будет больше концентрации на записи, вы будете меньше отвлекаться на постороннюю херню. 4 пункт. Потренироваться, блять, перед записью, порепетировать, позаниматься, пожалуйста. Слушайте, люблю читать Рпакс. Подожди нахуй. 5 пункт. Очень рекомендую держать кнопку громкости наушников поближе. Иногда он необходим даже в рамках записи одного дубля. 6 пункт. Не пить пиво, не есть сладкое, соленое, жирное, горячее и прочее, что для связок не полезно. Даже утренний чай или кофе могут подвъебнуть вам связки. Крепкий алкоголь также не советую ни накануне, ни в день записи. Пункт 7. Написать план, что вам нужно спеть или сыграть. Куда какие интервалы, терции и прочие вот эти все ваши умные слова. Эта шпора очень сильно поможет вам на студии и дома. Да, даже дома в, казалось бы, условиях не стрессовых всегда вы можете что-то забыть, про какую-то партию, а потом все это городить заново, чтобы дописать. Ну, вы же не будете, правильно. И вот у вас уже песня чуть-чуть деградировала, уже там меньше того, что вы задумывали. Пункт 8. Самые базовые вещи хотя бы сделайте. Закройте, позакрывайте окна, позакрывайте двери, выключите телефоны, я не знаю, дверные звонки. Сделайте, чтобы все было максимально тихо в помещении. Переведите компьютер, в тихий режим. Также, если вы работаете сейчас со звукорежиссером, то пропойте ему сквозь всю песню. Хуёво, но пропойте по громкости. Как у вас будут эти дубли. Да? Вы тратите 3 минуты, звукорежиссер видит глазами, сука, наперед будущее. Как у вас идет, огибающая громкости. И понимая, как громко вы сейчас будете петь, он заранее в паузе, между вашими словами, он же, видит, где это будет. Он сделает, сука, чуть-чуть потише. И все, охуенно, можно работать с человеком. Представьте себе. Все. Это видео наконец-то подошло к концу. Я наконец-то пойду спать. По-моему, уже 5 утра. Итак, время 3 утра. Смотри. Мы Школа баскетбола. Баскетбол ногой? На нахуй. Вы бы знали, какой это был дубль. Типа 1000-й, господи. Уже нет сил. Я надеюсь, что все записалось хорошо. Потому что никакого желания у меня переписывать, если честно, нет. Пожалуйста, ребята, поддержите вашими подобайками, тисните на колокольчик, на колокольчик, на колокол, на кол, тисните на кол, на колокол, потисните на колокольчик, нажмите на колокольчик, потисните лайчик. Адьос, амигосы. Надеюсь, скажу вам шалом алейкум через 10 минут, видимо. Но для вас, я надеюсь, что хотя бы через неделю. Но, может быть, через месяц, вы знаете, время сейчас такое,
невозможно ни хера прогнозировать.